их можно немножко укорачивать. И вообще хвою можно наполовину также укоротить ножницами. Для следующего этапа потребуется отрезок. Следующим этапом нужно немного доувлажнить грунт. Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости и подписчики моего канала, садоводы и огородники. В этом видео покажу вам простой способ, как размножить такое замечательное хвойное растение. Это туя. Размножается она очень легко, черенкованием. Самое главное не пропустить подходящее для этого время. Сейчас середина февраля, я нахожусь в Московской области. И в это время можно приступать к размножению, к укоренению туи черенками. Способ будет не совсем обычный. Перед тем, как я вам все покажу, сначала нужно, конечно, подготовить сами череночки. Ну, вы видели, как я их срезал, точнее отломил, без применения секатора, с небольшой вот такой вот пяточкой. Считается, что вот таким способом, не обрезая черенок туи, а именно вот выламывая вот с небольшим кусочком более старой древесины от основной ветки, укоренение происходит быстрее и лучше. Честно говоря, я пробовал разными способами укоренять, как с пяточкой, так и без пяточки. У меня черенки все хорошо укоренялись. Сразу вам скажу, что укореняется туя не на 100%, как многие думают, что из 10 черенков 10 укоренятся. Это очень редкий случай. Я думаю, такое происходит только у профессионалов, кто занимается выращиванием и размножением туи, саженцев туи на продажу. Ну а у обычного любителя, садовода, обычно выход получается примерно 70-80%, но это очень хорошо, потому что сами знаете, что саженцы туи достаточно дорогие, особенно в более старшем возрасте, 3-летки, 5-летки. Там чем старше саженец, чем он крупнее, тем цена, соответственно, выше, исчисляется она тысячами рублей. Если вы хотите сэкономить и сразу вырастить за несколько лет большое количество саженцев для себя, ну или даже на продажу, то можно просто взять понравившийся вам сорт туи, а они тоже различаются по цвету хвои, по форме кроны. Разные есть сорта, но я сейчас не буду о сортах углубляться. В общем, понравился вам растение, деревце, туи. Взяли вот такие вот веточки. Они длиной примерно около 15 сантиметров. Больше не надо, меньше тоже не нужно. И сейчас я покажу вам, как нужно их подготовить, и поставим их на укоренение. Итак, первое, что нужно сделать, это обрезать лишнюю хвою, лишние вот эти побеги. Нам нужно, чтобы у нас был сформирован нижняя часть стебля, была свободна от хвои. Вот, кстати, видите, я вот эту вот лишнюю пяточку все-таки удалю. И вот таким образом освобожу нижнюю часть, которая будет у нас находиться в субстрате, я освобожу от хвои. Примерно половину черенка нужно. Вот видите, 50 на 50. 50% с хвоей и 50% без хвои. Итак, подготавливаем так каждый черенок. Вот смотрите, у меня такой вот есть подлиннее немножко. Кстати, если чересчур длинные, их можно немножко укорачивать. И вообще хвою можно наполовину также укоротить ножницами, чтобы были более компактные череночки. Это также можно сделать. Обрезаем нижнюю часть. Остается вот такой вот штамбик, стволик. Ну а здесь вот смотрите. Сейчас я вот этот еще укореню. Точнее удалю. А вот эту вот часть можно сделать более компактной. Вот так вот нижнюю хвою с боков можно убрать.
Получается вот такой вот компактный черенок, будущий саженец. Сейчас я все то же самое проделаю с вот этими вот черенками с оставшимися. Их у меня 11 штук. И перейдем к следующему этапу. Для следующего этапа потребуется отрезок полиэтиленовой пленки. Я взял просто обычный мусорный пакет. Длина его примерно около 50 сантиметров. Ну а ширина где-то примерно около 15, может быть 20 сантиметров. Укоренять черенки будем в скрутке. Таким образом я успешно укореняю черенки ежевики. Очень нравится мне этот способ. У меня есть отдельное видео, как я это делаю. Там немножко по-другому, но принцип такой же. Укореняю я их в скрутке. Итак, черенки подготовлены. Вот такой они имеют вид. Что делаем дальше? Дальше берем землю. Можно использовать обычную землю для рассады. Либо можно использовать нейтральный торф. Кому что больше нравится. У меня обычная земля. Но правда, конечно, земля высокого качества, не самая дешевая. Вот таким образом делаю небольшой слой, рассыпаю на целлофановый пакетик. Слой где-то примерно около 1 сантиметра. Толстый слой не нужен, тонкий тоже. Далее увлажняю. Сильно увлажнять не надо, болото здесь не нужно, просто должен быть слегка влажный грунт. Далее я беру корневин. Можно использовать любой другой препарат, который простимулирует корнеобразование. Можно вообще ничем не пользоваться, потому что туя и так достаточно хорошо укореняется. Но все-таки для того, чтобы выход саженцев был побольше из черенков, то я рекомендую, конечно, использовать какой-либо ускоритель укоренения, корнеобразования. Берем черенок и нижнюю его часть, пяточку, вот так слегка опудриваем. Много корневина не надо, вот весь прям этот весь кусочек стебля не надо намазывать, только нижнюю часть. И вот таким образом укладываем скрутку. Берем следующий черенок. То же самое. Припудриваем нижнюю часть черенка корневином. Можно пользоваться гетероксином, можно другим препаратом, какой найдете. И примерно через 3 сантиметра от первого черенка устанавливаю второй черенок. Также повторяю со всеми остальными черенками. Опудриваю в корневине и устанавливаю в скрутку. Далее, смотрите, у меня здесь несколько ограниченное пространство, поэтому мне нужно аккуратно скатать вот эту часть, где у меня уже есть земля, и остальную часть также наполнить землей. И у меня осталось еще установить 3 черенка. Итак, беру аккуратненько и начинаю скручивать улитку. Можно эту улиткой называть эту конструкцию. Кстати, вот сюда можно еще один череночек посадить. Вот так вот. Кто-то называет скруткой. Кому как нравится. Аккуратно перемещаю. Сильно нажимать не надо, чтобы почва не вываливалась. Ну вот как раз местечко еще для 2 черенков сформировал. В корневин и в скрутку.
корневин. И в скрутку. В такой скрутке можно спокойно укоренить примерно около 15 черенков. Далее закручиваем также аккуратно, без нажима. Земля может немного вываливаться, это нормально, ничего в этом страшного нет. Я вам покажу, что нужно делать дальше. Вот сформировалась такая вот скрутка. Далее беру вот такой 2-литровый горшок вытянутой формы диаметром примерно около 20, наверное, сантиметров, ну и по высоте около 30 сантиметров. В такой емкости, кстати, очень хорошо растут черенки винограда и ежевики. Об этом у меня есть отдельное видео, можете посмотреть у меня на канале. Теперь в эту емкость нужно насыпать примерно на 1/3 грунта. И осторожно, чтобы как можно меньше земли высыпалось из нижней части скрутки, осторожно перемещаем скрутку в емкость. Вот таким вот образом. По краям, чтобы, вот смотрите, здесь свободное место по краям, чтобы все это не болталось, можно также немножко добавить земли. Если вам жалко земли, можно использовать песок. Это не столь важно. Главное, чтобы был субстрат в горшке. А вот в скрутке, конечно, должен быть более плодородный грунт. Кстати, можно использовать кокосовый субстрат. Тоже хорошо подходит для этих целей. Итак, получилась вот такая конструкция. Но это еще не все. Сейчас я наведу здесь чистоту и покажу вам, что нужно сделать дальше. Следующим этапом нужно немного доувлажнить грунт. Я просто немножко полью из лейки. Хотя у меня грунт достаточно влажный, но тем не менее для укоренения все-таки нужно, чтобы субстрат был в достаточной степени увлажнен. Сильно заливать не нужно, болото создавать не нужно, чтобы саженцы не начали плесневеть и гнить. Тут нужен баланс оптимальный. Ну и можно немножко полить землю уже в самой емкости. За счет того, что в таких горшках, в таких контейнерах, в таких емкостях для выращивания имеются хорошие дренажные отверстия, вся лишняя влага вся уйдет в поддон. Следующим этапом по укоренению черенков туи будет создание повышенной влажности. Нужно сделать небольшой мини-парничок, чтобы в нем была повышенная влажность, чтобы хвоя не пересохла и черенки хорошо укоренились. Так как в условиях квартиры у нас, как правило, влажность низкая, воздух сухой, поэтому это мероприятие очень полезное, и оно, конечно, обеспечит повышенное укоренение, повышенный выход саженцев из черенков. Чтобы сделать мини-тепличку, самый простой вариант. Берем вот такой прозрачный упаковочный пакетик, но вот с уголков мы делаем вот такие вот надрезы. То есть срезаем уголки, чтобы здесь были дырочки для вентиляции. Потому что слишком высокая влажность может также привести к появлению плесени, загниванию черенков. Поэтому здесь вот должен быть также определенный баланс, вентиляция также для черенков нужна. Одеваем пакетик на черенки. Также можно немного сбрызнуть внутрь пакетика. Здесь была повышенная влажность. И аккуратно одеваем на черенки сверху. Стараемся, чтобы у нас сильно не загибались они, чтобы ничего не повредилось, не поломалось. Вот так вот одеваем пакетик, расправляем
Вот что получается в итоге. Далее я помещаю емкость с черенками поближе к стеклу, поближе к окну, поближе к свету. Свет черенкам нужен, и нужна достаточно такая невысокая температура. Плюс 15, плюс 17 градусов будет вполне достаточно, чтобы черенки хорошо себя чувствовали и происходили процессы укоренения. На полноценное укоренение черенков туи обычно уходит от 2 до 3 месяцев. Процесс не быстрый, но интересный. Всем большое спасибо за просмотр. Хороших вам урожаев.